Это небольшая медуза, которая называется ируканджи, только за 21 век убила 11 человек, а это гребневый крокодил. От его челюсти ежегодно погибают сотни людей. И это далеко не самые страшные обитатели Австралии. В этом видео я расскажу вам об ужасах, которые творятся в Австралии. А в конце видео вы узнаете, какое чудовище в этой стране убивает больше всего. А начнем мы, пожалуй, с одного из самых безобидных представителей Австралии. Но хочу сразу вам сказать, он очень страшный. И это пальмовый краб. Этот уникальный вид ракообразных обитает на тропических островах и прибрежных лесах в Индийском и Тихом океанах. Еще он очень часто терроризирует жителей Австралии. Краб поражает своими крупными размерами, необычной биологией и способностью к жизни в условиях тропических лесов. Одна из ключевых особенностей этого животного заключается в его огромном размере и страшном телосложении. Взрослые особи могут достигать веса до 4 килограмм. Эти крабы имеют твердый панцирь, который защищает их от внешних воздействий, а также развитые клешни, которые используются для защиты и поиска пищи. При этом пальмовый краб питается только кокосами и никогда не нападает на людей, если те, конечно, не переходят границы. Еще у них есть удивительная способность, благодаря которой они могут выжить в сухих условиях. Животные способны надолго сохранять влагу в своем теле. Благодаря этому они легко преодолевают большие расстояния по суше и даже мигрируют. А еще без этой способности они бы просто не смогли выжить, так как просто не добыли бы себе пропитание. Одним из удивительных аспектов жизни пальмовых крабов является их образ жизни на деревьях. Взрослые особи проводят большую часть своей жизни в своей естественной среде обитания, но при сезоне размножения они отправляются на вершины деревьев для откладывания яиц, и это зрелище очень сильно пугает тех, кто впервые приезжает в Австралию. Вообще, арахнофобам я очень не советую попадать на этот материк. Дело в том, что он буквально кишит паукообразными животными, а многие из них, к тому же, еще и очень опасные. Вот, к примеру, паук Atrax robustus, или, как его еще называют, сиднейский лейкопаутинный паук. Это очень опасный вид животного, потому как от его яда может умереть даже взрослый человек. Но куда более страшно то, что даже противоядие не может уберечь человека от возможных последствий для здоровья. Еще этот паук отличается особо агрессивным поведением. Он может буквально бросаться на людей, поэтому его и называют опасным. А до изобретения противоядия его укусы вообще были смертельным приговором. Так что я настоятельно советую держаться от представителей этого вида как можно подальше. Но что мы все о каких-то насекомых? Давайте поговорим про морских жителей. Если вас попросят назвать самых опасных животных, которые водятся в океане, то кого вы назовете? Скорее всего, это будут акулы. А какого вида? И тут-то многие начинают путаться. А действительно, какой вид акул наиболее опасен? Ведь их существует просто огромная куча, и многие из них почти полностью безопасны. Так вот, огромное количество нападений на человека связано именно с тигровыми акулами. Дело тут в том, что это животное всеядное, а ее желудок – настоящий завод по переработке всего и вся. Она может переварить даже пластик. Для людей они представляют не такую большую опасность, как, например, белые акулы, но они имеют свой особый почерк в нападении. Тигровая акула часто совершает нападение, а после отпускает свою жертву. К тому же при особых обстоятельствах она легко может убить взрослого человека. Так что вам точно стоит держаться их подальше, когда вы будете купаться на одном из австралийских пляжей. Но лично мне кажется, куда опаснее те животные, которых ты почти не видишь. Например, медуза ируканджи. Они обладают прозрачным телом и тонкими щупальцами, что делает их труднозаметными в воде. Яд этих морских обитателей содержит токсин, который может вызвать сильные боли, а также серьезные осложнения. Например, повышенное давление, нарушение сердечного ритма и даже серьезные проблемы с дыханием. Некоторые случаи укусов ируканджи могут быть смертельными, особенно для людей с предрасположенностью к аллергическим реакциям. Только за 21 век от ее яда погибло 11 человек.
А то, сколько всего унесла жизни эта непонятная субстанция, не сосчитать. Но самое для меня страшное то, что эти маленькие медузки больше похожи на планктон. Так что не советую купаться на австралийских пляжах с открытым ртом. Вдруг вы проглотите парочку таких медузок. Еще один представитель подобных животных – кубомедуза. И это как раз тот случай, когда за живым созданием лучше наблюдать издалека. Дело тут в том, что кубомедуза – одна из самых опасных медуз на планете, не говоря уже про Австралию. Ее можно встретить у берегов Южной Африки, Таиланда, Японии или Калифорнии. И если вас ужалит это животное, вам крупно не повезло. Ожоги могут быть смертельны для человека. Смерть может наступить буквально в течение нескольких минут. Ежегодно от ее укусов погибает 20-40 человек. К тому же они достаточно быстро плавают. А тут вы спросите, как вообще от них защищаются? Да максимально просто. В Австралии вдоль пляжей натягивают специальные сети, чтобы кубомедузы не могли приплыть к пляжу и атаковать отдыхающих. Тем не менее, почти каждый год там происходят смертельные случаи. Но хватит рассказов о страшных морских гадах. Пора нам переходить к более страшным животным. Вот, к примеру, гадюкообразная смертельная змея. Многие любители рептилий коллекционируют у себя змей и ящериц дома, но они точно никогда не заведут себе ее. Дело в том, что до изобретения противоядия против этого животного от ее укусов погибало где-то 60% укушенных людей. Внушительные цифры, не так ли? Яд гадюкообразной смертельной змеи, которая обитает в Австралии, оказывает нейротоксическое действие. А это означает, что жертва не только будет испытывать ужасающие боли, но и то, что ее смерть будет максимально мучительной. После того, как яд подействует, вы начнете медленно задыхаться, мышцы начнут самопроизвольно сокращаться, а боль будет сковывать все тело. Противоядие спасет вас от самых опасных симптомов укуса, а также от смерти, но, к сожалению, не поможет от ужасающей боли. Но это еще цветочки по сравнению с нашим следующим героем. Восточная коричневая змея – вторая по ядовитости во всем мире, а в Австралии ее можно встретить буквально на каждом шагу. 60% всех смертей от укусов змей приходится именно на этот вид. К тому же они просто обожают человеческое жилье, так что охотно селятся рядом с людьми. Клиническая картина отравления ядом этих змей примерно такая: головокружение, диарея, упадок сил или конвульсии, отказ почек, паралич и остановка сердца. Без медицинской помощи укусы могут быть летальными. Противоядие и методы лечения, конечно, существуют, но их еще надо успеть применить. Многие пострадавшие просто не доживают до приезда скорой помощи. А если предыдущий представитель рептилий вас не так сильно напугал, то посмотрите на эту красотку. Это тайпан маккоя, самая ядовитая змея, которая только встречается в Австралии. А некоторые источники утверждают, что она еще и самая ядовитая во всем мире. С этим трудно не согласиться, так как количество яда, которое есть в каждой особи, хватит, чтобы убить 100 человек. Но самое удивительное то, что в дикой природе эта змея почти не нападает на людей. Большинство случаев укуса было связано с неаккуратным обращением с этими рептилиями в неволе. А о том, какие ужасы человеку приходится испытать, если его укусит тайпан маккоя, я рассказывать, пожалуй, не буду, так как даже слушать это очень неприятно. Единственное, что я могу добавить, так это то, что вам стоит быть очень аккуратными при посещении Австралии. Противоядие от этого вида змей есть, но вы попробуйте до него еще дожить. К тому же здоровью будет предоставлен непоправимый вред. Так что при виде змей в этой стране вам точно стоит бежать куда подальше. Кажется, Австралия – это самый настоящий ад на земле. А дальше вы узнаете о других ужасах, которые поджидают вас в этой стране. Если установка избегать всех животных будет понятна даже ребенку, то что делать с растениями? Дело в том, что в Австралии есть жалящее дерево. Хоть название предполагает, что растение будет просто огромным, но на деле оно представляет из себя небольшие побеги. К слову, они достаточно сильно похожи на крапиву, наверное, потому что относятся к этому семейству. Так вот, в чем же опасность этого растения? Да в том, что боль от него настолько ужасная, что даже лошади не могут ее выдержать и погибают.
Стоит ли говорить, что будет с человеком, если он встретит это растение? Конечно же стоит. Вы же так этого ждете. Поэтому я специально для вас нашел отзыв одного счастливчика. В течение 2 или 3 дней боль была просто невыносимой. Я не мог работать или спать. Еще 2 недели или около того она была мучительной. Жжение продолжалось на протяжении 2 лет и повторялось каждый раз, когда я принимал холодный душ. Нет ничего, что могло бы сравниться с этим. Это в 10 раз хуже любого ожога. Еще более ужасающие факты про это растение. Оно может оказывать свое действие даже без прикосновения. Дело в том, что на листьях содержатся специальные волоски, в которых и накапливается яд, а они могут просто так отваливаться и перемещаться по воздуху, так что даже гулять рядом с этими кустиками очень опасно. Вы можете получить ожоги слизистых, носа и даже легких. Еще страшно то, что даже годы спустя, после того, как его скосят или срежут, растение остается ядовитым. Но при этом всем меня больше всего поражает то, что плоды жалящего дерева съедобны. Вы только представьте, какой-то чудик собрал ягоды с растения, которое вызывает адские боли и способно убить, а затем просто съел их. Если честно, я от этого факта просто в шоке. Но зелень в Австралии может быть опасна не только из-за ядовитых волосков. На ней вы часто можете встретить огненных муравьев. Эти маленькие насекомые очень опасны даже для человека, так как они нападают на жертву сразу всей колонией. Шансов на спасение даже у самых крупных и сильных животных настолько мало, что лучше к ним даже не приближаться. Живут огненные муравьи, как ни странно, в муравейниках, а колония может составлять сотни тысяч особей. Своих обидчиков они жалят и кусают, где и когда захотят. Этот вид насекомых очень агрессивен. Кстати, у них 2 вида оружия. Первое – мощные челюсти, а второе – яд, вызывающий у людей сильные аллергические реакции. При многочисленных укусах необходимо сразу оказать помощь, иначе человек может умереть. Кстати, даже один укус оказывается настолько болезненным, что люди часто теряют сознание от боли. Наверное, поэтому их и называют огненными. Чтобы убить взрослого человека, понадобятся сотни особей, но если у вас есть аллергия, то бегите прочь от этих маленьких чудовищ. Даже один укус может вас убить. Кстати, птицы в Австралии тоже могут легко убить человека. Вот, к примеру, казуары. На вид они очень красивые. Правда, они в то же время и опасны. В год от их нападения погибает 2 или 3 человека. Помимо мощного клюва, у них на вооружении всегда есть крайне острые когти. К счастью, это создание не способно летать. Правда, бегают казуары с очень большой скоростью и легко могут угнаться за автомобилем. А сходство этих птиц со страусами на самом деле неспроста. Это достаточно близкие родственники. Правда, у казуаров интеллекта немного побольше, но это не означает, что их не нужно избегать. Подобные опасные условия воспитывают в дикой природе крайне сильных и жестоких животных. Из-за этого некогда выброшенные на улицу собаки превратились в настоящую проблему Австралии. Дело в том, что от нападения стаи этих млекопитающих ежегодно погибает несколько человек. Дикие собаки динго – опытные охотники и убийцы. Убежать от них практически невозможно. Дело в том, что эти животные крайне выносливые и сильные, так что единственный способ спастись от нападения – спрятаться где-то в закрытом помещении, например, в автомобиле. Но факт того, что когда-то домашние животные стали настоящими машинами для убийства, показывает нам еще раз, что Австралия – адское место. Увы, но почти все водоемы материка опасны для человека. Если океан кишит акулами и ядовитыми медузами, то в прудах и озерах водятся грибнистые крокодилы. Считается, что появились эти рептилии около 400 миллионов лет назад. Возможно, они жили бок о бок с динозаврами. Это и объясняет, почему они так опасны. На первый взгляд, крокодилы неповоротливые и медлительные, но на деле это не так. В реальности спастись от нападения гребнистого крокодила почти невозможно. Его атаки молниеносны, так что советую обходить подобных тварей подальше, а в водоемах и вовсе не купаться. Потому что во время охоты гребнистый крокодил почти полностью погружается в воду и сливается с местностью. Обнаружить его практически невозможно,
Но, к счастью, на человека рептилии нападают не из-за того, что хотят покушать. Они просто защищают свою территорию, так что не советую к ним даже приближаться. Ежегодно от нападения крокодилов разных видов погибает 1000 человек. Но она самая сладенькая, я решил оставить, пожалуй, самое опасное животное в Австралии. И вы не поверите, ведь это маленькие комары. На самом деле эти насекомые переносят огромное количество страшных болезней. Только в Австралии их насчитывается 4 смертельных, которые могут передаваться от комаров. Ежегодно от их укусов погибают 1000 людей. А наиболее страшным заболеванием стала лихорадка реки Росс. Она начинает развиваться в теле человека сразу после укуса. За последние 7 лет только от нее погибло около 20 000 человек. На этом у нас все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если было полезно и интересно. И до встречи в следующих видеороликах. Пока!